Мы бьем из тени, быстро и смертельно. И когда наши враги могут среагировать, то обнаруживают лишь тьму и больше ничего. В предыдущих видео мы уже разобрали ранние модели силовой брони Астартес. Грубую и почти рыцарскую Марк II, штурмовую Марк III, технологически совершенную Марк IV и компромиссную Марк V. Сегодня мы подходим к одному из самых узнаваемых образцов – силовой броне Марк VI, более известной как Corvus Armor. Разработка Марк VI началась в то время, когда Великий Крестовый Поход уже трещал по швам. Скаланская кампания, двухлетнее противостояние в секторе, захваченном остатками сломленной расы Эльдар, стало полигоном для полевых испытаний первой 1000 комплектов силовых доспехов, что позже получит обозначение Марк VI, хотя в то время они имели временное обозначение Марк V, которое в дальнейшем будет присвоено доспехам Ересь. Стоит отметить, что изначально небольшие партии прототипов будущих доспехов Марк VI передали легионам Железных Воинов и Саламандр. И они оба выразили замечания относительно более слабого бронирования по сравнению с ранними моделями, добиваясь того, чтобы броню сделали более защищенной, сделав из нее тяжелый штурмовой комплект. Однако было решено, что прежде чем Механикум примет окончательное решение касательно того, какой в итоге должна получиться новая броня, будет проведено ее массовое испытание в бою. По договоренности между командирами легионов эту честь даровали гвардии Ворона. По слухам, фракция примархов и командоров легионов, возглавляемая Пертураба, умышленно передала задание обескровленному легиону, чтобы оно стало смертным приговором прототипу доспехов Марк VI и послужило причиной для их замены более прочной моделью. Даже если все действительно так и было, план принес совсем иные результаты. Используя продвинутые авточувства, крайне высокую подвижность и относительно малый вес новых доспехов, гвардия Ворона провела череду молниеносных атак, которые истощили и без того небольшие силы ксеносов. Бои в секторе имели такой успех, что в итоге привели к изгнанию Эльдар, и Империум объявил их богатые миры своими. Доспехи Марк VI не только одобрили для последующей доработки, но и согласились с большинством усовершенствований, предложенных гвардией Ворона. Новую броню, позже названную Корвус в честь гвардии Ворона, передали для массового производства всего за несколько месяцев до восстания Хоруса против Императора. Марк VI по защитным характеристикам получился практически сопоставим с Марком IV. Главной целью создания этого доспеха не было повышение уровня защиты. Ставка делалась на уменьшение веса, увеличение мобильности, снижение утомляемости оператора, дублирование и повышение эффективности распределения энергии костюма, модульность, унификацию узлов и возможность замены дефицитных компонентов упрощенными аналогами. Часть технологии Марк IV была сознательно отброшена как избыточная. Были улучшены сервоприводы и амортизаторы, они эффективнее брали на себя нагрузку, что понизило утомляемость Астартес в долгих переходах, а также их работа стала заметно тише. Доспехи Корвус можно легко отличить по конической передней части шлема, спроектированные для того, чтобы вмещать продвинутые системы авточувств и улучшенные, более точные системы обнаружения, дававшие лучшую ориентацию в условиях плохой видимости. Усиленное же штифтами левое наплечье перекочевало из Марк V, как дань памяти героев, сражавшихся за Императора. Многие комплекты первых партий, вывезенные во время марсианской схизмы, были выданы гвардии Ворона, отдавшей предпочтение этому типу из-за легкости и малозаметности. Считается, что Альфа-Легион также получил первоначальную схему производства доспехов Марк VI и широко использовал его с самого начала Ереси Хоруса. К концу эры тьмы Марк VI широко использовался практически во всех легионах, поскольку обе стороны могли потребовать у миров кузнец, обладающих ножным шаблоном, произвести его. К началу осады Терры Марк VI быстро стал самым широко используемым образцом доспеха, в частности, заметно значительное использование легионами имперских кулаков и кровавых ангелов, готовящихся к защите Терры, в то время как со стороны предателей во время осады Терры доспех массово эксплуатировался детьми Императора. В заключение можем подвести итог. Марк VI не производился с целью заменить все предыдущие доспехи. Тот же Марк IV обладал хоть и не намного, но все же лучшими защитными характеристиками. Силовая броня Корвус — это не шаг вперед, это скорее шаг в сторону, причем осознанный шаг. Главной задачей проектировщиков было создать унифицированный доспех, который благодаря системе двойного технологичного контура мог заменять новые технологичные детали при крайней необходимости на более старые, без проведения каких-либо дополнительных модификаций. К слову, Марк IV такой возможности был лишен. Позже данная опция перекочует в доспех Марк VII Аквилла.
Марк 6 показал, что в условиях кровавой междоусобной войны, в условиях крайней нехватки ресурсов, в условиях отсутствия необходимых производственных мощностей, уникальный доспех с самыми лучшими и передовыми технологиями будет проигрывать доспеху с унифицированной архитектурой, с функцией взаимозаменяемости компонентов, что подтверждает хотя бы то, что даже те же имперские кулаки во время ереси Хоруса по итогу станут одними из самых массовых пользователей Марк 6. Спасибо за просмотр. Если вам понравился данный видеоролик, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии, с радостью отвечу на интересующие вас вопросы. Всем спасибо, всем пока.